Йоу, я перестал скроллить телефон полностью. Никаких шортсов, никаких тиктоков, никакой музыки просто так фоном. В этом видеоролике я расскажу, что из этого вышло, не в плане, что я стал более продуктивным, а что я узнал о самом себе. Если честно, очень советую досмотреть до конца по той причине, что ролик получился очень интересным, и на самом деле он может поменять твою жизнь. О, привет! Сейчас у большинства людей есть одна большая проблема. Они тратят время не туда. Подумайте просто об обычном дне человека. Он просыпается, сразу открывает телефон, начинает мотать ленту, потом идет готовить себе завтрак, смотрит какой-нибудь видос, пока кушает, едет в метро на работу или учебу под музыку в наушниках, на той же работе или учебе в свободное время может позволить себе поиграть в какую-нибудь игрушку типа Roblox или Brawl Stars. И после этого всего человек едет домой обратно, снова под музыку, возвращаясь домой, чистя зубы, как под какой-нибудь очередной видос с Ютуба, прямо перед сном. Вот в чем суть. Мы слишком много времени проводим в фоновом шуме, и из-за этого не можем уснуть, вечные мысли, потому что мы никогда не остаемся наедине с собой, а это в корне неправильно для человека. Я лично полностью отказался от музыки, от скроллинга, от видеоигр, и, честно сказать, времени в жизни стало гораздо больше. День теперь заканчивается не с ощущениями, что как же так, только что было утро, и сейчас снова надо лечь спать, да как так? И очень часто перед сном у меня в голове звучала какая-нибудь мысль, что вот там еще один видос, еще одну каточку, и по итогу, допустим, время было уже там не 12, а там час, 2 часа ночи, 3. И я корил себя и думал о том, что ну это же так неправильно, у меня как будто бы время просто сквозь пальцы течет, как песок. И на самом деле отвратительное чувство, когда понимаешь, что жизнь идет не туда, куда ты хотел бы. Потому что это время можно было бы потратить на тот же спорт, на ту же учебу, просто пройтись, прогуляться, сходить в лес. О, доброе утро! Какая у вас красивая собака? Спасибо. Привет. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Плюс вайп. Вот ради таких моментов стоит жить. На самом деле это правда круто. И сейчас в моей жизни все по-другому. Я перестал думать о том, что хочу посмотреть какой-то видос перед сном, что мне не хватает времени постоянно ни на что. Я себе лично говорю, все можно сделать завтра. Сейчас я пойду, ополоснусь, умоюсь, лягу спать. Я очень счастлив, потому что у меня появился режим. Я ложусь в среднем в 21:00, просыпаюсь в 5:30, вот, иду в лес, снимаю видео. Очень классные эмоции. Сейчас время 7:58. Вау. А я уже тут, я уже снимаю, я все настроил, я тут, прям ща, прям здесь. Причем часто я просыпаюсь не по будильнику, а просто по вот этому наитию, потому что у меня есть циркадные ритмы из-за того, что я ложусь в одно и то же время и просыпаюсь в одно и то же время. И самое важное, 8-9 часов сна и ложиться в одно и то же время, это не что-то там где-то рядом или где-то там может присутствовать, это вот фундамент, это, так сказать, база, основа для вашей жизни, для не только сегодня, завтра, а в целом для всей будущей жизни. Поэтому, ребята, прошу вас, спите 8-9 часов. Не спите меньше и не спите больше. Это самый лучший промежуток, чтобы просто жить эту жизнь. На самом деле, когда ты отказываешься от такого большого количества информации, ты неизбежно начинаешь думать о себе. У тебя появляется желание заниматься тем же спортом, учиться, просто там почитать книгу. Я, кстати, советую очень Марка Аврелия «Наедине с собой», отчасти даже в тему данного видеоролика. И вот что самое интересное, когда человек находится вот в этой гармонии сам с собой, без постоянного видеоскроллинга, музыки и игр, он начинает ощущать сам момент, чувствовать то, какая жизнь его окружает вокруг. И я сам лично для себя подметил, что я чувствую себя часто как вот ребенок, когда ты вот в детстве просто выходишь на улицу без музыки, просто идешь гулять, наслаждаться этим миром. И это безумно классно. Собаки кричат.
Ну, на самом деле вайб, только, наверное, не для видео. И я часто начал замечать детали в этой жизни, просто как поют птицы, как вот кричат вот собаки. На самом деле это очень классно. Просто когда ты можешь почувствовать, когда ты не идешь в том же лесу, в наушниках, ничего не слушая, не слыша. Это позволяет открыться этому миру, просто как заземлиться и почувствовать себя самим собой. Это безумно классные эмоции. И я на самом деле думал периодически, а почему я испытываю столько невероятно классных чувств, которые я не испытывал, когда листал ленту и там играл в игры. И я понял то, что да, мы люди на самом деле, мы правда, мы люди, и это для нас абсолютно нормально. Я на самом деле думаю, что природа не рассчитывала, что мы 16 часов будем вот так вот, утнувшись в телефон, постоянно что-то делать, просто смотреть в один и тот же экран. Вот жизнь, вот мы тут. Смотрите, это круто и классно выглядит. При этом я бы не хотел бы демонизировать интернет, говорить, что отказываться надо прям от всего в этой жизни. Нет, ни в коем случае. Я считаю, что YouTube — это легендарная платформа, что из нее можно черпать кучу интересной, классной информации. И в целом, на самом деле, я лично сам мечтаю поиграть когда-нибудь там в Майлза Моралеса «Человек-паук». Но вот у меня на протяжении уже больше года не доходят руки. Я просто все хочу быть в этом детоксе. Очень важная оговорка должна быть разница между играми и вообще в целом информацией. Человек-паук, по факту, это игра, у которой есть начало, есть конец. Ты по факту как будто бы смотришь фильм, в котором принимаешь участие, и это как будто бы пару фильмов сразу ты вот посмотрел. Потому что игра, правда, недолгая. А вот Brawl Stars или там Clash Royale, у тебя игра идет 3 минуты, ты можешь сыграть миллион игр, хоть каждый день, и у тебя никогда не будет конца. Ты как бы вот в этой дофаминовой яме. Потому что Человек-паук, ты поиграл и забыл. Все, у тебя было начало, был конец, ты был рад, все, супер, классные воспоминания. Но Brawl Stars у тебя будет всегда ощущение, что ты что-то не закончил. Хотел, кстати, сделать небольшую оговорочку. Все мы люди разные, и есть всегда исключения. Очень важный момент то, что какой-то человек, может быть, сыграет один раз в этот Brawl Stars, раз в неделю, раз в месяц, одну катку, и даже не заметит этого в своей жизни. А кто-то может условно играть в Человека-паука, перепроходить миссии по 100 раз, в неделю тратить 100 часов, не знаю, перепроходить саму игру по куче раз. И, это, скорее всего, как исключение, и я надеюсь, что это редкость, поэтому, наверное, я даже мог не говорить этот тейк. В какой-то момент я начал убирать источники шума в моей голове. Я начал с игр, я понял то, что мне это не приносит удовольствия, то, что я захожу туда ради того, чтобы пройти квесты, что я трачу на это там час или 2 в день. Я просто взял, удалил все вот приложения, связанные с играми, и сэкономил в жизни много времени, потому что час каждый день — это, ребята, 365 дней в году. Вот. Пользуйтесь. После этого я удалил YouTube с Инстаграмом. Я удалил именно приложение с телефона. Я открываю Инстаграм с ноутбука. Но на самом деле я давно уже не открывал саму Инсту. Уже, не знаю, в последний раз это было, наверное, месяца 1,5 назад. Кому-то ответить или что-то такое. YouTube я на самом деле удалил только из-за шортсов, потому что у меня в браузере на ноуте есть расширение, которое убирает полностью шортсы. И не было бы шортсов, я бы оставил бы на телефоне. Потом у меня закончилась подписка на Spotify. И я решил, что я не буду продлевать. И просто такой, ладно, сэкономлю-ка я деньги. И вот в этот момент, вот на этом 3-м этапе, я понял то, что вау, как круто жить! Вот просто я убрал 3 пункта из жизни,
И все стало совсем по-другому. И я решил заняться блогом, я начал снимать очень качественно, классно, чувствую себя, вложусь в адекватное время, любуюсь вот этой вот погодой, что можно просто рано проснуться, сразу пойти в лес, погулять, поснимать видео. Я начал вести YouTube-канал, и на самом деле это так классно. Это мое первое видео, и я так давно об этом мечтал. Вау, кстати, если ты до сих пор тут, получается, можно на Telegram подписаться, там будут фотографии, там будут условные бэкстейджи со съемок. Ну и в целом можно пообщаться будет. Ну и я думаю, можно и лайк с подписочкой оформить. И вот что самое важное. Почему вы тыкнули на этот ролик? Дело оказалось не в самом экономии времени, хотя это тоже очень хороший, классный бонус, а дело в тишине, которая не вокруг, а внутри. Ты чувствуешь себя спокойно, просто в каком-то дзене, без ленты, без фонового шума, без наушников в ушах. Ты просто остаешься наедине с самим собой. Честно сказать, на самом деле сначала непривычно. Ощущение вот этой тревожности, когда у тебя рука постоянно тянется к телефону, чтобы там, не знаю, схватить вот это вот точно приложений-то нету, нечего открыть. Вот, и, конечно же, это спадает через какое-то количество дней. Но именно в этой тишине я начал слышать себя, свои же мысли, собственные, не из ленты, потому что, на самом деле там, правда, очень много мусора и фейк-информации, вот, которая так или иначе съедает твои мысли, и ты начинаешь верить в ложь. И именно эта тишина и дала тот самый кайф, просто когда ты можешь провести время наедине с самим собой. Многие, конечно, скорее всего спросят что-нибудь в стиле: а как же мне теперь отдохнуть? Что же мне теперь делать без моего ТикТока? Ребята, после учебы, после работы или чем вы занимаетесь, можно пообщаться с близкими, поговорить о своих каких-нибудь переживаниях или достижениях. Если вы хотите побыть один, вы можете почитать книгу, вы можете попробовать научиться собирать кубик Рубика, вы можете все, что угодно в этой жизни, просто начать вести дневник, просто прогуляться, посидеть в своей голове, подумать, как у вас дела, поговорить с самим собой. Вау, это очень круто. Причем это гораздо круче, чем в очередной раз листать ленту и заполнять свою голову непонятно чем, потому что, вдумайтесь, вы посмотрите 50 видео. Что вы из этих 50 видосов, вот таких вот по 60 секунд, усвоите? Да правильно, ничего. Вы, дай бог, назовете 5 из 50 видосов. И то, как ученик, которого учитель спрашивает, и вот он не знает ответа на вопросы, как-то жмется. Поэтому, правда, ребята, на самом деле этого вообще не стоит. Стоит вот жить и наслаждаться природой, любовью в этом мире. Я желаю вам в этой жизни пробовать, потому что только когда вы попробуете, вы узнаете, что вам по-настоящему искренне может нравиться. Потому что, если так задуматься, многие люди работают на нелюбимой работе, каждый день идут туда, едут там по часу, ненавидя ее, проклиная. И каждый раз думаю, что вот, а я так хотел попробовать вот это, заняться этим, но как-то вот уже поздно, вот мне уже там столько-то лет, и поэтому нет, поэтому я не буду это делать и буду работать на нелюбимой работе до старости. Но, ребята, никогда не поздно. Просто многие люди, там, не знаю, что в 20 лет думают, что все. Уже я не буду там заниматься спортом. Да, мне это там хотелось бы, но нет. Или там, не знаю, кто-то там хотел на самом деле пойти на медика, а идет на программиста. Просто потому что там родители сказали. Ребята, это только ваша жизнь.
Правда, никогда не поздно, и делайте то, что хочется именно вам. Запомните, ни в 20, ни в 30, ни в 40, ни в 50, ни в 60 никогда не поздно. Всегда вы можете поменять свою жизнь в тот самый момент, который вы хотите. Ребята, просто делайте. И все. На самом деле это правда просто. И вот я пробую, вот я делаю. Прям тут, прям ща, прям здесь. И я такой, какой я есть. Вот, я перед вами, живой пример. Я захотел. Я понял то, что я могу это сделать. Все эти рамки в голове, что я там что-то стесняюсь или чего-то боюсь, это все пустота, это все воздух. Ничего не бойтесь. Никто на вас как-то косо не будет смотреть. А если и будет, то это ваша жизнь. Вам ее жить. Делайте то, что вы хотите. Вот, я начал вести YouTube-канал, Telegram-канал, потому что мне это оказалось по-настоящему близко. Вот, мне интересно этим заниматься, мне круто просто вот выйти и заснять видео для вас. Ту-ду-ду-ду. Ну, а теперь уж самый важный момент для тебя, да, именно для тебя. По факту было создано это видео, и я могу сказать, что давай мы сделаем с тобой условный челлендж. Так всегда веселее, чем говорить себе какие-то вот там, я запретил себе это, я запретил себе то. Сделай себе челлендж, откажись там на просто 30 дней, там, допустим, вот с сегодняшнего дня, все, с сегодняшнего дня я там удаляю Инстаграм, Ютуб, ТикТок, вот. Причем просто приложение на месяц. Суть этого челленджа заключается в том, что захочется ли вам вернуться к этому образу жизни. Правда, на самом деле, спустя 30 дней ты понимаешь, что да и не так уж это и хотелось. И вообще, не буду я обратно скачивать ТикТок, потому что это отнимает мое время. Я бы мог бы потратить это время на что-то другое. Вот и все. Поэтому, ребята, дерзайте, вы можете делать с чем угодно. Или просто пообещать себе, что вот, я там буду YouTube открывать только с ноутбука. И там можете отказаться, правда, попробовать просто челлендж, не отказаться, челлендж. От музыки, от там какой-нибудь ужасной привычки, которая вас беспокоит. Просто по методике, что это челлендж, это вот такой вот прикол. Посмотрим, что со мной будет через 30 дней. Вот, это же всегда интересно, это вот как такой вот эксперимент. Вот, и вы посмотрите на себя, и через месяц вы скажете, блин, а мне на самом деле-то не нравилось, что я вот этим занимался, и гораздо круче, когда я могу посмотреть какой-нибудь там полноценный видос. Правда, в интернете столько всего прекрасного, и на том же Ютубе столько образовательных роликов, которые могут натренировать ваши мозги. Ребята, просто дерзайте, пробуйте. Я считаю, что в этой жизни есть много разных методик, и можно по-разному пробовать. Но я считаю, что самое главное в этой жизни — просто пробовать. Воу-воу-воу, вы досмотрели до конца, спасибо тебе большое, я искренне тебя благодарю за этот просмотр. Буду благодарен, если поставишь лайк или дизлайк, неважно, просто обратную связь, напишешь что-нибудь в комментариях, ну и там красную кнопку можно сделать серой, подписаться. Ну и там, если ты вообще crazy, то можно и колокольчик поставить. Все, большое спасибо, всех люблю и отличной вам жизни.